Раз, два, три. Снова здравствуйте. Значит так, настоящий зритель пришел и задал вопрос. А зачем нам нужен FSR, зачем нам нужно это все повышение производительности, если в игре достаточно просто понизить графику и мы получим нужный прирост FPS? Ну, во-первых, не всегда так получается. Хороший пример какой-нибудь Киберпанк 2077, в которых понижай, не понижай, все равно получишь, ничего не получишь. Вот. С другой стороны, у нас всегда есть возможность поднять нашу производительность и при этом улучшить качество картинки. То есть мы, например, играли на высоком качестве картинки, среднем, а мы поднимаем производительность и ставим ультракачество, чем я в последнее время и занимаюсь в тех играх, в которых работает FSR. То есть все игры, которые я тестирую с FSR, все работают в ультракачестве. Тут опять-таки, для чего же нам нужна FSR, для чего же нам нужно повышать производительность? Ну, самый логичный и банальный пример — это монитор. Да, то есть у нас есть монитор 2К, 4К, ну и есть старая наша видеокарточка, условно 970, на которой мы в 2К или в 4К поиграть уже не очень-то можем. И вот тут к нам на помощь приходит FSR. Включаем FSR, поднимаем разрешение на мониторе, все у нас хорошо, и в 2К мы получаем стабильные наши 60 FPS, если они нам нужны. Второй, соответственно, вопрос к монитору, который может быть, это игры, где требуется много-много FPS. То есть мониторы с высокой частотой, 144 Гц, 300 Гц и так далее. Вот эти вот все интересные вещи. Для них FSR как раз таки нам вполне может помочь. Но это вполне логичные моменты для использования FSR. Что мы можем сделать? Например, есть игра Terminator Resistance, мы можем сделать очень много FPS при помощи FSR. Хорошо, сделали. Что мы получили? Мы получили немножко смазанную картинку. И чем мы можем себе помочь? Соответственно, у нас есть в настройках NVIDIA функция, которая была добавлена около года назад, увеличение резкости. При помощи увеличения резкости можно немножко подровнять мыло, которое дает нам FSR. Придется поковыряться с ползунками, придется понастраивать, подвигать лево-право, добавить больше-меньше. Тем не менее, можно получить очень качественную картинку и высокую производительность. Следующий сценарий, который я предлагаю вам посмотреть, это использование старой технологии, которая была очень давно добавлена в NVIDIA. Называется она DSR, Dynamic Super Resolution. Как работает Dynamic Super Resolution? В данном случае у нас берется наше изображение, изначально рендерится в высоком разрешении, то есть, например, там 2К или 4К, а потом даунскейлится под наш монитор, то есть Full HD. Что мы в связи с этим получаем? Гораздо лучшее сглаживание изображения по сравнению с стандартными сглаживаниями, то есть MXA или FXA. DSR делает картинку намного четче, намного глаже, намного интереснее. Но, так или иначе, DSR потребляет производительность, да, он потребляет ее меньше, чем MXA на высоких настройках. Тем не менее, DSR потребляет производительность. И вот тут как раз таки мы можем применить наш FSR. То есть, заходим в панель управления NVIDIA, включаем наш DSR. А после этого у нас появляется возможность в любой игре его использовать. Соответственно, потом мы запускаем нашу игру, выставляем нужное нам разрешение и добавляем к этому всему FSR. Вместе с этим мы получим весьма интересную картинку, сносную производительность, а может быть даже хорошую производительность. И вот такие опять, куда мы можем потратить тот гандикап производительности, который дает нам FSR, на старой видеокарте а-ля 970 и на старом мониторе а-ля Full HD. Соответственно, возвращаемся к предыдущему варианту. Мы вполне можем использовать DSR плюс FSR плюс увеличение резкости. То есть, имея все эти три инструмента, можно вполне подогнать и картинку, и производительность, все под наш монитор, чтобы обеспечить себе наиболее комфортный гейминг. И это я еще не говорю про возможности такого софта, как Reshade. То есть, если мы к этому всему применим еще Reshade, то у нас инструментов гораздо больше, и можно заморочиться и сделать что-то еще более интересное. Но и ладно. Соответственно, в описании я добавил скриншоты с использованием DSR, FSR в игре Godfall. 2К и 4К разрешение. Там нет большого сравнения, как это я делал на прошлом видосике. Просто скриншот, чтобы посмотреть на качество картинки, ну и примерно FPS, которые вот в тот момент были, когда делался данный скриншот.
Можно сделать полноценный тест игры Godfall на разных разрешениях с разными параметрами FSR. Будет, правда, очень длинный видосик. Тем не менее, если есть желание посмотреть на это, пишите в комментариях, как освобожусь, сделаю. В общем, все, что хотел сказать, сказал. Рассказал вам про те инструменты, про которые вы знали или забыли, или не знали. Используйте их, совмещайте их с FSR. И я думаю, это еще один повод для оптимизма, чтобы пережить дефицит видеокарт. Когда-нибудь они вернутся к нормальным ценам. Всем пока-пока.